Ваш процесс пробуждения уже начался. И те целители, которые уже в вас пробудились и готовы обрести свою полную силу в ближайшие годы, окажутся исключительно важны. Существующая система контроля власти нанесла множеству людей глубокий вред. С помощью целителей и ведающих эти люди избавятся от своих зависимостей, депрессий и саморазрушительных моделей поведения. Начнут вести себя более здоровый образ жизни, тогда они смогут, находясь в полном сознании, ступить на путь эволюции и развития своей души. Тем, кто выбирает сопротивление и отказывается прислушиваться к призыву пробудиться и исцелиться, придется платить все более и более высокую цену – психологическую, эмоциональную, духовную, за свое право пребывать в слепоте и невежестве этого трехмерного мира. В первую очередь вы осознаете, что, начиная изменения, нужно себя прорабатывать свои эго-реакции и эмоции. По мере того, как повышается частота вибраций в вас, меняется реальность этого мира. Те, кто не прислушается к зову своей души, почувствуют нарастающее беспокойство, смятение, страхи, тревоги. Новые вибрации заставят их буквально лезть вон из кожи, чтобы чего-то добиться. Чем больше они ждут, тем труднее им будет идти в свет. И тем с большей вероятностью их души могут решить, что они просто не проснулись. Главное в пробуждении – это научиться прислушиваться к своей интуиции, войти в диалог со своим бессознательным. Первое, что вам нужно сделать, если вы хотите двигаться дальше, установите связь со своими наставниками, если, конечно, вы еще не сделали этого раньше. Наставники – это те, кто любит вас, кто знает вас и ваши страхи, тревоги. Вы не можете провести, не можете их обмануть. Им все известно о ваших обстоятельствах и запретах, о том, в чем ваша сила или слабость. Они лучше всех знают вас, и именно под их руководством вы успешно пройдете весь этот процесс эволюции и трансформации вашей души. Учителя, гуру это не сделают. Они могут вам только указать путь, направить вас, как это нужно сделать, по которому вы можете идти пути. Прочесть эти слова, выучить, согласиться с учителями. Но это еще не значит, что им за ним следовать. Только если вы обратитесь внутрь себя и станете искать наставника изнутри, это может гарантировать вам успех в саморазвитии и эволюции вашей души. Дайте своим наставникам разрешение помогать вам. Это все происходит интуитивно. Научитесь слушать свою интуицию. Дело в том, что они не могут помочь вам без вашего разрешения вмешиваться в вашу жизнь, ваши наставники. И когда вы не хотите подобного вмешательства против правил, установленных на этой планете, они не могут ничем вам помочь. Все, что вам нужно, это сказать нечто вроде «я хочу идти дальше», то есть проявить, утвердить свое намерение. И тогда наставники вас услышат. Или «я хочу продвинуться по пути», или «укажите мне путь». И ваши наставники тут же начнут создавать условия, способствующие вашему движению вперед. Благодаря им вам под руку будут попадаться нужные книги, на вашем пути будут встречаться определенные люди, чья энергия может быть вам необходима для трансформации. Наставники снабдят вас мудростью в сложных ситуациях, дадут
деликатную подсказку тихим голосом через вашу интуицию. Опять-таки повторюсь, нужно к ней прислушиваться. И иными словами помогут вам идти вперед. Или какие-то будут другие подсказки. Нужно научиться видеть и читать эти подсказки. Помните, что вы полностью контролируете процесс. Если он пойдет слишком быстро, и вы окажетесь дезориентированы, или вы заметите, что никак не можете выспаться, или вам потребуется время, чтобы усвоить новую информацию, просто попросите своих наставников притормозить этот процесс. Скажите им, что вам необходимо 1-2 ночи для отдыха или дополнительное время. И они со всей любовью прислушаются ко всему, что вы им скажете. Что именно произойдет, зависит от ваших конкретных обстоятельств. В первую очередь от вас может понадобиться очищение прежней кармы. Если у вас есть кармические узлы, которые нужно очистить, то как только вы изъявите намерение двигаться вперед, существующие в вашей жизни отношения начнут бурно развиваться. И в конце концов будут происходить изменения. Дело в том, что большинство ключевых отношений в нашей жизни и в вашей жизни являются тем, что мы называем кармическими установками. В большинстве случаев единственная причина существования этих отношений – очищение кармы. Поскольку в кармических установках больше нет надобности, то есть поскольку вы отработали карму, больше нет необходимости и будет в этих отношениях. Вы можете определить свои кармические отношения с помощью этой простой подсказки. Если есть конфликт, ссора какие-то, значит есть карма. Значит, это у вас кармический партнер, с которым нужно разрешить определенную кармическую задачу. Чтобы очистить карму, вам нужно предпринять несколько шагов. Один из первых навыков, которому вы должны научиться, это определять свои кармические детонаторы. С кем вы вступаете в резонанс. Обращайте внимание на всех, кто причиняет вам какого-либо рода эмоциональную боль, даже включая ваших детей, родителей. Это могут соседи быть, коллеги по работе, начальники, друзья, даже домашние животные. Это ваши кармические отношения. Когда вы установите, с кем находитесь в кармических отношениях, сядьте и подумайте, что в этих отношениях заставляет вас заводиться, что вас раздражает, бесит, какие-то действия, система убеждений или, может быть, поведение чье-то. Возможно, это личные особенности людей. Может быть, вы их считаете чрезмерно агрессивными. Это может быть и обида, и чувство вины. Детонаторы могут быть самыми разнообразными, так что будьте внимательны. Когда определите свои детонаторы, опишите их. Можете прям завести какую-то тетрадь и записывайте. Теперь вам придется отыскать свои кармические кнопки. То есть те кнопки, которые нажимают окружающие вас люди. Любящие вас достаточно сильно, чтобы захотеть разделить с вами эту работу, очищение кармы. И еще будьте до конца честны сами с собой. Любовь – важное условие. Только тот, кто вас любит, или тот, кто готов на серьезные жертвы, способен раз за разом выдерживать удары гнева, страха и так далее, который он получает через вас, нажимая на ваши кнопки. Даже если вы изо всех сил будете стараться скрывать весь негатив от своих близких, их высшее Я, их прекрасно осведомлены о любой вашей негативной мысли. Эмоциональная энергия, протекающая сквозь вас в кармических отношениях, может быть довольно мощной, сильной. И это может чувствоваться на расстоянии.
После того, как вы определите свои детонаторы, вам нужно будет установить, какой тип энергии связан с этим, с ним. Сделать это поможет простой вопрос. Что я чувствую, когда нажата моя кнопка? Когда меня зацепили? Задайте себе один из следующих вопросов. Что вы чувствуете? Я чувствую гнев, я ощущаю гордыню, либо я страдаю, я чувствую боль, я чувствую страх, я чувствую обиду. Прям запишите, пропишите, что именно, какие ощущения, какая эмоция выходит наружу, когда вы входите в резонанс с кармическим партнером. Определив, что вы чувствуете, когда кнопка нажата, эти свои ощущения также запишите все. И еще пропишите, какие ощущения происходят в теле, как тело реагирует на вот эти эмоциональные всплески. Когда вы знаете, с какими людьми вы вступаете в резонанс, конфликт, ссору, когда проявляется гнев, обида и так далее. Вам нужно путем радикального прощения, осознания, очистить деструктивную энергию кармических отношений. Это можно сделать только принятием, осознанием и прощением. Только таким путем происходит трансформация и поднятие частоты вибраций, переход на ступеньку выше. Радикальное прощение можно написать самостоятельно. Взять листик и написать письмо, выбрать человека, с которым вы вошли в резонанс, и написать ему письмо. Все, что вы о нем думаете. И осознанно проиграть всю эту ситуацию, осознать, простить и отпустить. И потом после этого сжечь этот листик. Или же с помощью анкеты радикального прощения. В ближайшее время я составлю видеоролик «Медитацию радикального прощения», где каждый может помедитировать и подставлять просто конкретно уже своего человека. В ближайшее время я попробую это организовать и выставить в YouTube. Но избавление от кармы всего лишь половина битвы. Следующий шаг после того, как ваша карма будет чиста, идет активация системы чакр. На самом деле этот процесс носит нелинейный характер. Вы можете начать активацию чакр, в то же время, пока еще отрабатываете карму. Карму можно очень долго отрабатывать, потому что у нас из прошлых воплощений огромный багаж опыта, как негативного, так и положительного. Поэтому карму можно отрабатывать и отрабатывать. На самом деле активация чакр – один из способов ускорить наступление в вашей жизни событий, предоставляющих возможности очистить эту карму. То есть они помогут. Помните об этом, если вещи начнут меняться слишком быстро для вас. К процессу активации чакр ведут две ступени. Первая ступень – это медитация. И не забываем, что энергия следует за намерением. Нужно составить намерение. Хорошенько запомните, где расположены чакры. Закройте глаза и воспроизведите перед своим внутренним зрением картинку того, как чакры открываются и энергия струится через них. Визуализируйте по наитию, так как вам удобно. Вы можете представлять чакры в виде разноцветных шаров энергии, раскрывающихся и закрывающихся цветов, или многомерных трубопроводов, изливающих творческую энергию в этот мир. Как вам будет удобно. Представьте, как ваши чакры открываются и расширяются. Попытайтесь их максимально расширить и пропустить как можно больше энергии через свои чакры. Если поначалу вам будет сложно визуализировать энергетические центры, не переживайте. Практикуйтесь, и визуализация будет удаваться вам все лучше и лучше. Вам обязательно следует иметь в виду один момент.
Когда вы визуализируете свои чакры, всегда представляйте их действующими, сбалансированными, одинаковыми. Доверяйте своей интуиции. Если во время визуализации вы чувствуете, что та или иная чакра слабее других, будет правильно в большей степени сфокусировать на ней свое намерение. Больше напитывайте ее энергией и расширяйте. Или очистите ее от негатива. Однако всегда возвращайтесь к визуализации сбалансированной системы. После того, как вы запустите процесс визуализации, может произойти одно из 3 событий. Возможно, энергия будет течь. Это нормально, это как бы хорошо, сбалансировано. Один из отрицательных вариантов стоит в том, что энергия начнет течь, но трансформируется из позитивной в негативную. Другой отрицательный еще вариант. Вместо свободного протекания энергия вообще не будет течь. Это говорит о блоке. Есть лишь одна вещь, да? Это способная заблокировать течение энергии сквозь ваши чакры. Это страх. Страх – прямая противоположность любви. Это очень сильный, мощный инструмент. Он может помешать пропускать энергию даже самой энергичной системе. Мы не можем здесь рассмотреть проблему страха более подробно, так как это весьма сложная и очень огромная тема. Есть лишь один путь освободить чакры, заблокированные страхом. Вы должны пройти сквозь этот страх. Вам придется посмотреть в лицо своим демонам. Вам удастся сделать это, используя силу интеллекта. Это исключительно эмоциональный, интуитивный опыт. Поэтому логику тут не надо включать, интеллект не поможет. Вашему телу на самом деле придется пережить этот страх и пройти сквозь него. Рассуждений или эмоциональных уловок будет недостаточно. Отпечаток вашего страха и его расположение в ДНК можно сравнить с программой, записанной на жестком диске вашего компьютера. И единственный способ изменить эту программу – нужно перезаписать ее. Единственный способ перезаписи – это отыскать место расположения программы. Теперь вы знаете, почему, чтобы очиститься от страха, нужно пройти сквозь него. Вы должны вызвать свой страх, чтобы отыскать верную ассоциацию, эмоцию с событием ДНК-адреса. После этого вы уже сможете перепрограммировать свой генный компьютер, свою ДНК. Обходных путей не существует. И в этом вам поможет сеанс регрессивного гипноза, погружение в прошлую жизнь или глубокий анализ, раскопки, который вы можете сделать самостоятельно, если вы уже обладаете такими знаниями или даром. Больше мне нечего добавить, поскольку работа со страхами – это то, что вы должны сделать самостоятельно. Однако, когда дело дойдет до встречи со страхами, помните, что вам нужно доверять духу, интуиции. Вы можете помочь своему телу запомнить это, повторяя слова «Я доверяю духу» каждое утро и каждый вечер в течение месяца или 2. Тогда, когда придет время посмотреть в лицо своим величайшим страхом, вы будете помнить о том, что любовь правит этой вселенной. Безусловная любовь. Когда в душе вы будете чувствовать внутреннее равновесие, спокойствие, когда не будете вступать в резонанс с чужими эмоциями, хочу вас поздравить с просветлением и пробуждением. Все идет по плану Творца. Благодарю за то, что прослушали такую небольшую, маленькую лекцию.